Добрый день, дорогие раки! Добро пожаловать на мой канал. И в этом видео я расскажу ваш гороскоп на август 2024 года. Да, дорогие, если вы смотрели большое видео на 3 летних месяца, это гороскоп лето надежд, тогда вы понимаете, о чем я сейчас буду говорить. Те, кто не смотрел это видео, в конце ролика я обязательно прикреплю, посмотрите, случилось у вас, не случилось, произошло, совпало, не совпало, какие события получилось вырулить в плюс, какие события получилось обойти, где не получилось. И почему не получилось, будем разбираться сейчас на самом-то деле, потому что август у нас месяц будет сложноватый, но не у всех, еще раз скажу, не у всех, и все зависит от вашей личной натальной карты, какой вы человек, какой у вас уровень выживаемости, да, и комбинации тех самых планет, которые есть именно у вас, потому что ни для кого не секрет, это общий гороскоп, на него надейся, как говорится, но на свою натальную карту не плашай. Ну что, ребят, поехали, начинаем, присаживаемся поудобнее. Да, дорогие раки, этот август у нас начнется ни много ни мало с одного такого неприятно напряженного аспекта. Это у нас Венера, Уран. И здесь, конечно же, история того, что отношения, которые были не очень радостные, не очень приятные, не очень гармоничные, недоверительные, они будут как раз-таки разрушаться. Потому что Венера это всегда про любовь, взаимопонимание. Точно так же это наши финансы, это наша работа, точнее внедрение наших навыков в работе, то есть что мы любим делать и за какие свои навыки мы любим получать деньги. Вот так вот связана Венера, да, с уровнем нашего профессионализма в том числе. И здесь я скажу, ребята, да, что с конца июля по первую неделю августа вот эти отношения, которые я описала, отношения с финансами, отношения любовные, отношения на работе, да, наши отношения с нашей же работой, они будут претерпевать трудности, да, потому что Уран это планета освобождения, Уран это планета, когда мы хотим проявить себя по-новому, сделать нечто не как обычно, не как у всех. И здесь история того, что те, кто прекрасно понимают, чем грозит, например, смена работы, да, какие приносят трудности, чем грозит смена отношений, поиск того самого нового другого партнера, что все будет все точно примерно, все точно так же, плюсы и минусы. Это, конечно же, та история, вот самые храбрые и отважные и понимающие, да, то есть будете проходить этот момент, этот аспект по жизни, в принципе, нормально. Скажу, что для раков третьей декады не сложится как-то фатально смена отношений, смена в работе, да, финансов наоборот будет момент, который пойдет неожиданно наверх, да, захочется внедрить свои творческие способности, и за это будут приходить деньги, да. Но, ребята, понимаем, что если отношения вам дороги, и вы прекрасно понимаете, что вы с человеком уже очень много лет, и вас много чего связывает, да, то здесь история про то, что не обязательно выходить из этих отношений. Нет, Венера-Уран это, как правило, аспект, на котором разваливаются отношения, когда людей не связывают чувства, когда людей не связывают приятные воспоминания, да? Когда у людей есть нечто большее, чем, например, ты мне, я тебе, или там финансовая сторона отношений, да, когда у людей есть вот это самое неосязаемое. Раки меня здесь поймут, потому что раки это тот знак зодиака, который любит за просто так, вот просто любит и не знает, как это объяснить, да. И здесь, ребята, понимаете, точно так же и с работой, что если вы любите свою работу, если вы любите свои навыки, качества и таланты, которые вы реализуете в этой профессии, тогда необходимо на этом аспекте в конце июля и начале августа внедрить как раз-то, может быть, нечто новое, запустить какой-то новый проект, начать работать немножко с другими поставщиками, новыми людьми, ну то есть собрать, может быть, другую команду, то есть
как-то реструктурировать, внести что-то новое в своей работе для того, чтобы как-то ее обновить. И это нормально. Точно так же и в отношениях. Обновите что-то в своих отношениях, не обязательно обновлять партнера, да, нет. Ну, можете сходить, поменять внешний облик, одеться, потому что здесь еще Венера отвечает за наш внешний вид в том числе. И очень часто бывает в парах, когда люди просто начинают за собой не следить, не ухаживать. Сходите и купите себе нечто новое, нечто интересное для того, чтобы как-то вот друг другу больше понравиться, да, потому что, не открою секрет, рак — это знак зодиака, который любит, но при этом еще хочется все-таки и самому, и самой быть красивой, да, и партнер, чтобы рядом был такой же красивый, приятный, сходить купить себе какой-нибудь аромат, потому что Венера в том числе про это, внести нечто новое в свою жизнь. Поэтому и тогда этот аспект вы прекрасно проживете, и не будет у вас ничего такого сложного. Но здесь не тратьте на всякую ерунду, потому что Венера-Уран — это такой аспект, который любит пылить деньгами. Вот они были, и просто взять все, потратить на непонятно что, и потом вот оно так получится не очень, да. Деньги уйдут очень быстро, потому что Уран умеет очень быстро тратить. Поэтому здесь и на нечто неординарное, а рак все-таки это традиционный знак зодиака, который все-таки нечто такое супер креативное не совсем приемлет. Конечно, если вы рак настоящий, вот тот самый классический традиционный рак, тогда да, тогда на этом аспекте покупайте то, что вам нравится, приятно, больше всего вам подходит, вашему вкусу. Идем дальше, ребят, у нас с вами 4 августа это новолуние во Льве, прекрасный, теплый, приятный, душевный день. Не скажу, что на раков сложится как-то ужасно, сложно, нестандартно, нет. На небе рабочий аспект Венера, Уран все так же работает. Здесь постарайтесь не ругаться с близкими, еще и Венера в соединении с Меркурием, который в эти же сутки станет ретроградный, и он же в квадратуре с Ураном тоже, поэтому здесь постарайтесь не ругаться с близкими, с любимыми, энергии будет много, зашкаливать, но причем к ссоре можно подойти даже с веселой какой-то шутки, юмора, просто как-то высказаться странно, непонятно, и можно поругаться. Поэтому здесь старайтесь быть более внимательны и не требовательны к окружающим. Да, ребят, с 5 августа у нас начинается ретроградный Меркурий. Ретроградный Меркурий у нас продлится с 5 по 28 августа. И здесь, да, сейчас я буду рассказывать очень много, потому что меня всегда спрашивают, что делать в этот момент времени, как это сложится на каждом знаке зодиака, естественно, да. Ребят, я бы сказала, что этот период я бы поделила на две части. С 5 по 14 августа и с 15 по 28 августа. Почему? Потому что с 5 по 14 у нас ретроградный Меркурий будет в Деве, при этом в квадратуре с Ураном. И здесь история того, что мы будем усидчивы, сложно будет общаться с людьми вовне, да, но при этом легко будет заниматься какой-то рутинной работой, уборкой, например, дома, наведение порядка, структурирование, чего-то куда-то перекладывать, сортировать. Отлично, это относится и к дому, и к документам, и к работе, которая вот требует, которая от нас усидчивости и ответственности, да. Легко будем находить ошибки, легко будем проверять, нелегко будут, если работа связана с доставками, с поставками, с переездом в том числе, особенно если вы давно хотели переехать, может случиться переезд, и еще будет, я бы так сказала, энергия такая заземленная, если что-то пойдет не так, можно будет исправить, да, здесь не бойтесь, вообще не бойтесь, не стоит бояться вообще никаких аспектов, которые есть на небе, просто стоит опасаться и подстелить, я бы так сказала, тростиночку для того, чтобы обезопасить себя, чтобы потом не охать, не акать, когда это будет происходить, да. И с 15 августа по 28 у нас ретроградный Меркурий уже будет во Льве. Это естественно, это уже здесь включаются споры, легко будет со всеми поспорить и поругаться. Ошибки мы уже будем невнимательны для того, чтобы их искать. Что касается покупок, захочется очень много яро и активно тратить. Что касается отношений, если есть какие-то
неудобные моменты, захочется их припомнить, причем так ярко, открыто и очень сильно даже напористо, да. И здесь история того, что, ребята, я вам так скажу, что вот когда вторая часть у нас будет вот этого ретроградного Меркурия, да, когда вот он будет во Льве с 15 августа, здесь у нас уже на самом-то деле на небе сложился аспект, который с 14 августа начинает схлапываться. Это Венера в оппозиции с Сатурном. И этот аспект, я не скажу, конечно, что на раков будет влиять очень плохо, все-таки получится и наладить финансовую сторону, получится отнестись к этому моменту более практично. Венера-Сатурн это всегда про сохранение денег, это всегда, когда нам хочется в отношениях, вот я бы так сказала, отморозиться в том числе, да. Ну, Венера, мы знаем, про что отвечает, Сатурн это всегда приостановка, ну, то есть это всегда останавливаются дела, связанные с Венерой, с любовными отношениями, с финансами, если мы не работаем на продуктивность этих финансов. Сатурн это всегда про одиночество в том числе. И здесь, ребята, скажу вам, знаете что? У раков-то на самом деле получится вот эту историю разрулить. По крайней мере, у раков второй декады будет, вот на вас будет классно складываться этот аспект. Вы поймете, что так, сейчас момент все в дом, все в семью. Мы не тратим, мы созидаем, мы сохраняем. Надо потрудиться, мы потрудимся. Вот те, у кого не сбиты солнечные настройки, да, я бы так сказала, те, кто готов трудиться в этом августе, будет очень даже хорошо. Получится как раз-таки внедрить, реализовать нечто новое. Да, конечно же, здесь энергия будет колбасить и шарашить, но опять же скажу, что у раков все-таки будет получаться хорошо, потому что здесь Уран будет в благоприятном аспекте к вашему Солнцу, да, в транзитной карте. Здесь, конечно, все новаторские мысли, все же захочется новое внедрить, да. Будете, если тратить, то тратьте на практичные вещи, в которые вы решили вложиться, вещи, в которые вы на века. Получится у раков сделать и провести сделку с недвижимостью. Это раки второй декады. Да, здесь благоприятный аспект на ваше Солнце, здесь и Луна точно так же. И получится сложные семейные истории, которые есть, получится и договориться, и найти общий язык в отношениях, и не поругаться, покупая недвижимость в том числе, потому что месяц август сложноватый для многих знаков зодиака, чего уж здесь говорить, да. Но, ребята, у вас должно получиться. У вас должно получиться, я в это верю. Главное здесь понимать, что когда очень много событий складывается, а август это месяц, когда на самом-то деле будет очень много событий, здесь нужно просто понимать, что есть эмоции, а есть дело, которое нужно сделать. Да, рак это эмоциональный знак, который не может отделить дело от эмоций. И все, что вы делаете в жизни, вы делаете это на эмоциях. Выходите ли вы замуж, женитесь, рожаете ли вы детей, покупаете ли вы свою недвижимость, это все для вас связано с эмоциями. Работаете ли вы, ваша работа, она тоже вызывает у вас эмоции. И если вот ваша жизнь, да, перестала вызывать у вас эмоции и все, что вы в ней делаете, вот это как раз-таки стоит задуматься, потому что с 14 и до конца августа это тот самый момент, когда можно, ну вот на этих самых аспектах вылететь из работы, с отношений, потерять вот эту нить жизни, которая вам нравилась, вот эти эмоции в жизни, потому что для рака самое сложное и грустное это когда нет эмоций в жизни, то есть ходите на работу, ну хожу и хожу, работа и работа, живу с человеком столько лет, ну и ладно, живем и живем, было бы чего, да, то есть когда вот вы чувствуете, что нет вот этого душевного тепла, да, словно вы отморозились, когда вы чувствуете, что на работе нет вот этого азарта, интереса и радости, удовлетворения от того, что вы делаете, да, куда вкладываете свои силы и эмоции, вот тогда, ребята, стоит понимать, и вот этот август как раз-таки про то, что нужно эти эмоции в себе понять и откопать. И да, ребят, август месяц сложный. Почему? Потому что очень много планет, ну у нас уже 2 планеты идут, 3 в ретроградном движении, да. У нас с 1 сентября в ретроградное движение уходит еще и
Уран, планета сложная, да, и здесь как раз-таки начнутся неординарные проявления себя и в работе, и в личной жизни у раков, да, особенно у раков третьей декады, поэтому здесь, да, дорогие, вот в августе хорошо бы вот обо всем об этом подумать, было бы прекрасно, да, поэтому я так скажу, мои дорогие, что у нас август это месяц тот, который для того, чтобы настроиться. Сказать, что он для раков будет какой-то сложный, ужасный и невыносимый? Нет, месяц очень показательный. Самый показательный момент, я бы сказала, из всего из этого, это полнолуние. Полнолуние у нас будет в Водолее 19 и 20 августа. Почему две даты? В одном полушарии 19, в другом уже 20 августа. И здесь, конечно же, водолейское полнолуние это всегда про то, как мы хотим, как хочет наш внутренний ребенок, как, не так, как хочет наш партнер, наша жизнь, наша семья, наши близкие, а то, вот как мы внутри хотим, вот эгоистично. Это тот момент, когда нам было 20-22 года, когда у нас Уран делал вот первые движения на нас в транзитных картах, да, когда вот у нас было проявление, у нас гормоны играли, мы хотели и так, и здесь, и по-новому. И здесь, конечно же, вот водолейское полнолуние, оно как раз-таки будет про это. Причем, дорогие раки, я скажу, что будет складываться все хорошо. Раки первой декады будут проходить сложные моменты своей кармической реализации, да, придется отвечать на вопросики, не просто на вопросики отвечать, а по большей части заглядывать в свои страхи, потаенные места, где раньше не хотелось разбираться, было сложно, не хотелось лезть в эти дебри. Ребята, вылазьте вот в этом августе со своих страхов, это всего лишь страхи, поймите, почему вы боитесь, честно ответьте себе на эти вопросы и идите дальше, ну, потому что осень будет гораздо сильнее и мощнее, а сейчас еще вот это вот время, которое, и у вас очень хорошие аспекты для того, чтобы с этим всем справиться. Поэтому, да, дорогие раки, если вы спросите, какой будет этот август для вас, я скажу, что он будет классный, если вы будете делать и стремиться, загляните внутрь себя, скажите честно, что вы хотите сделать, как вы хотите сделать, потому что аспекты-то на самом деле, планеты-то высшие, социальные, они делают классные аспекты для вас, для того, чтобы вы максимально реализовывались и делали, да. Хотите учиться, учитесь, хотите заниматься любовью, занимайтесь, главное, пробудите в себе этот океан чувств, который нужен, да. Хотите устроиться на новую работу, если старая вам надоела, но вы же прекрасно понимаете, что несет за собой новая работа, да, какие моменты. Если вы идете в увольнение на ретроградном Сатурне и перед ретроградным Ураном, то, возможно, получится не совсем удачно. Но это, опять же, ребята, говорю, при личных указаниях. Оставляйте вопросы в комментариях под этим видео, обязательно указывайте свою дату, время и место рождения. Ну и вопрос для того, чтобы я именно вам на ваш же вопрос ответила. А у меня уже, как говорится, солнышко село. Пора заканчивать ваш гороскоп на август, который, собственно, я считаю, для вас сложится отлично, если вы будете не прятаться от себя, потому что раки, я знаю, иногда вот когда сложности наваливаются, сложности мира, хочется спрятаться да подальше. Нет, ребят, этот август нужен для того, чтобы пробудить вулкан своих чувств, понять, что вы хотите и начать делать, для того, чтобы быть счастливым, потому что если у раков нет счастья, все остальное, ни деньги, ни положение в обществе, ни плюшки, ни бонусы от судьбы, это вообще не имеет никакого значения. Главное внутреннее ощущение своего счастья. Поэтому, дорогие мои любимые раки, работайте над собой, работайте над теми вопросиками, куда вы боитесь идти, и у вас все должно получиться. Я вас благодарю, что вы досмотрели это видео до конца, что были все это время здесь. Оставляйте вопросы, если у вас они остались. Самых отважных жду на консультации до конца августа. Приятные летние цены. Буду рада всех видеть, буду рада отвечать на ваши вопросы в комментариях. Ну и, ребята, в конце по классике актуальные ролики. Если не видели, посмотрите, примите верное решение. В описании канала ссылочки на все телеграммы, ватсапы и телеграм-канал. Кто хотел, просил, я его завела, теперь стараюсь вести, ребята. Поэтому все вроде рассказала. Увидимся с вами в следующем ролике. А я желаю вам потрясающего и счастливого месяца.